Привет! Вы на канале Усадьба Вегетарианца, с вами Анастасия. Сегодня у нас -5, потеплело, поэтому я выпустила коз погулять, чтобы они размяли свои копытца. Гулять в одиночестве, как вы видите, они не любят, поэтому пришли все за мной в козовник. Я решила сегодня снимать из козовника, потому что у нас дуют очень сильные ветра, и прошлое мое видео получилось очень плохого качества, звук был очень плохого качества. Сегодня я хочу вам рассказать, как мы подготовились к этой зиме. Я как хомяк делала запасы для себя и для животных, потому что это моя первая зима в деревне. И пока я не знаю, насколько здесь заносит, сколько дней здесь могут не чистить дороги. И решила запастись. Что-то получилось, что-то не получилось. Сейчас я вам хочу все это показать. Но сначала мы зайдем в курятник. Там как раз одна курочка несет яичко. Процесс кладки яичка. Куры у меня живут без петуха, поэтому яйца, которые они несут, не оплодотворенные. То есть из него никогда не появится птенец. А вот 3 молотки. Этих курочек я привезла 20 декабря, кажется. И вот мои куры всячески пытаются им, вот видите, начистить, как говорится, лицо. То есть пока их не принимают, и молотки бедные сидят на своей полке и даже не слезают. Я им отдельно сделала кормушки. Ну ничего, нам главное до весны дожить. А дальше уже все пойдут гулять. Уже будет больше свободного места, я думаю, что не будет проблем. Ну и эти подрастут, нестись начнут и будут уже полноправными членами общества. Место хранения номер 1 – это летний душ, который временно выполняет функцию морозильной камеры уличной. Здесь у меня стоит волшебный сундучок из нержавеющей стали, в котором я храню всю заморозку. Это припасы для собак. Я их кормлю кормом сухим и добавляю вареные субпродукты. Здесь хранится то, что не поместилось в волшебный сундучок. Ну и себе я, конечно, прикупила вегетарианской колбасы. Сейчас покажу. Вот. Колбаса это даже не вегетарианская, она даже веганская. Торговой марки Вега. Раньше этот производитель назывался Малика. Очень вкусная колбаса. Хранится, по-моему, в замороженном виде то ли полгода, то ли год. Свежая. Ухватила последние в магазине. Сосиски тоже веганские, докторские. Вкусно. Вкусный, качественный продукт. Купила я еще солями себе вегетарианское. Ну, на всю зиму. Потому что у нас ближайший магазин, где можно это купить, в Твери. То есть в часе езды. И то я ухватывала последнюю колбасу, когда я ездила перед Новым годом, последние сосиски. То ли люди постятся, все раскупили, то ли, не знаю, может быть, была небольшая поставка. Вот еще такая, сервелат. Так что у нас в волшебном сундучке у меня тут и собачьи припасы для собак, и для меня. Надеюсь, что на всю зиму хватит. Вот здесь рядом с сараем я сделала небольшую пристройку, типа сенника, но он совсем маленький и временный. Здесь у меня сложено где-то 4 рулона, стандартных по 350 килограммов. Но это опять-таки запас сена. Сейчас я им даю из тех рулонов, которые стоят на улице. Когда они закончатся, буду брать отсюда.
Есть у меня в тамбуре такой небольшой закуток. Вот мой такой закуток с запасом продовольствия. Здесь у меня консервация. Что-то делала я сама, что-то, вот, например, свеклу давала соседка. Огурчики, помидорки. Грибочки. Грибов в этом году я мало собрала. Потому что летом, когда были подосиновики на поле, я думала, ну, осенью еще будет много грибов. И не очень активно их собирала. А нужно было, конечно, собирать активно, потому что осенью грибов уже не было. Вот очень хорошая закатка, мне понравилась. Помидоры увариваются где-то час, потом туда добавляет перец, чеснок, укроп, приправы, в общем, разные. И в борщ очень здорово идет. Здесь у меня полка со сладостями, компотики, варенье. Плавно переходит на эту полку с заготовками. Вот я сделала в этом году сидр, попробовала яблочный. Здесь есть яблони, очень у нее такие сочные сладкие яблоки. Но у меня получилась только одна бутылка, потому что вручную у меня не подведено пока электричество. Нужно было давить сок из яблок. Ну, так я. Чисто интересно. На нижней полке опять идут заготовки. 2 банки капусты квашеной. Тыквы соседка мне давала, уже начинают портиться. Нужно их использовать. Молоко. Яйца. Яиц сейчас немного, потому что когда я принесла 3 молодок, мои куры вообще отказались нестись. То есть буквально 2-3 дня назад они начали снова кладку яиц делать. Видимо, у них был стресс, кого я им притащила. Так, здесь у меня консервы собачьи в автоклаве. Я их летом тоже делала на зиму. Но это совсем-совсем уже на всякий случай. Мне кажется, собаки у меня обеспечены лучше всех. Вот. Картошечка, морковка. Здесь картошка для посева. Мелкая. То еще. Здесь тоже картошка. Вот в этом волшебном сундучке у меня хранятся закваски. Смотрите, сейчас я вам покажу, какие я использую закваски. Вот торговая марка Genesis, это производство Болгария. Когда я пробовала сквашивать козье молоко, у меня не всякая закваска брала. Потому что с козьим молоком сложнее работать, считается, чем с коровьим. Оно сложнее сквашивать его, труднее. Вот эта закваска берет козье молоко, очень вкусные получаются продукты. И самое главное, что творожок мы получаем по классической технологии, то есть не из простокваши, а именно с тем набором молочно-кислых бактерий, которые должны быть в твороге. У них очень большая линейка, есть все, есть кефир, йогурты, ряженки. Вот у меня тут должно быть где-то для сметаны еще. Сейчас я найду. Вот, закваска для сметаны. Очень классные закваски, я рекомендую. То есть они беспроигрышные, они срабатывают всегда. Есть у меня еще один закуток. Я вся в закутках. Ну, потому что из строения пока только сарай. Это временное жилье и для меня, и для коз. Строиться я планирую в следующем году капитально. Поэтому приходится ставить, извиняюсь, распихивать по углам, что где влезает. Здесь хранится овес. Мешки с овсом. Овса у меня расходуется 1 мешок на неделю. Да, то есть в месяц мне нужно 4 мешка. Но вот здесь 8 мешков, то есть я считаю, что на 2 месяца овсом я обеспечена. Здесь есть еще мешок вместе со старым самоваром. Видите, тут навален еще кошачий корм. Мешок с семечками для птиц. И мешки с собачьим кормом. Вот мешков с собачьим кормом у меня всего 3 штуки. Благодаря, в кавычках, оперативной работе Вайлдберриса.
А история с Wildberries получилась следующая. Я заказала корм собачий, 11 мешков по 14 килограмм. И у нас пункт самовывоза в Лихославле находится на 2-м этаже, и не очень было удобно спускать со 2-го этажа. Стрелочка пришла. Стрелочка. Не очень было удобно спускать со 2-го этажа 11 мешков корма. Думаю, закажу-ка я доставку. У них есть функция доставки. Срок стоял 12-14 декабря. Срок прошел, никто не звонит, ничего. Товары в пункте... Причем, если доставка, то ее осуществляют из Твери. То есть не из Лихославля, не в 13 километрах, а из областного центра в 60 километрах, который находится от нас. Я звоню на горячую линию, говорю, что такое, почему. 18 числа я позвонила. Они создали заявку. Значит, 19 числа звонит мне курьер и говорит: вы знаете, я не повезу вам заказ, и никто из нашего пункта самовывоза вам заказ не повезет. Стрелочку почесываю. Смотрите. Стрелочка пришла общаться. Рога ей надо почесать. И Катюшка залезла. Самая маленькая и самая... Кать, покажись. Да, Кать? Самая маленькая и самая вредная. Вот, они мне звонят и говорят, курьер звонит и говорит: я вам не повезу заказ, никто не повезет, у вас 400 килограмм. Я говорю: минуту, 11 мешков по 14 килограмм, это не 400. Все равно не повезу. Я говорю: ну, а у меня маленькая машина Hyundai Getz. Ну, причем я знаю, что такое 11 мешков, они войдут на заднее сиденье, и даже еще останется место. Я говорю: ну, съездите в 2 раза. Никто к вам 2 раза не поедет. При этом с карты с моей было снято 40 тысяч рублей, 40 800. То есть Wildberries, я считаю, что украл у меня эти деньги. Дальше я начала методично, раз где-то в 2 дня, звонить им, говорить о том, что: ребята, когда вы привезете мне собачий корм? Завтра, послезавтра ожидайте, вам придет на почту письмо, ваш запрос обрабатывается. Я говорю: я реально не вижу проблем, правда, не вижу. Причем, когда мне звонил курьер, она сказала: приезжайте, сами забирайте. Я говорю: минуту, то есть я ставила опцию доставки. У меня списали, а если доставку, то деньги там списывают сразу. Ну, во всяком случае, у меня было так только в личном кабинете. Деньги у меня сразу списали, но при этом я должна приехать сама и забрать эти мешки. А дальше она мне сказала: да, отменяйте заказ. Если я отменяю заказ, то у меня идут штрафные санкции. Это же, мол, по моей вине. То есть я передумала, якобы. Да, Катюш, несправедливо? Скажи. Скажи, Катюш, несправедливо. В общем, во мне сейчас борются две личности. Одна говорит: не нужно на это тратить свои нервы, съезди после праздников, там забери сама свой заказ и забудь про это все. Другая говорит о том, что это несправедливо, и нужно бороться до конца, там, вплоть до того, чтобы судиться, потому что 40 тысяч снято, деньги мне не возвращают, продукции у меня нет, корма для животных у меня нет. Вот я пока думаю до 10 числа, что я надумаю. То есть, с одной стороны, я думаю: Настя, это такая мелочь, у меня очень много планов на этот год, мне нужно получать разрешение на строительство, регистрировать КФХ, строить животным большой сарай, строить себе дом. Думаю, стоит ли вообще с этим связываться. Но, с другой стороны, хочется справедливости. С третьей стороны, я понимаю, что этот курьер в принципе не поймет, раз она такая по жизни, да, что она что-то делает не так. И если я буду судиться, я, в принципе, их не изменю, их мировоззрение. Ну и отношение к работе. Еще одно секретное место для хранения – это старенький комод. Я долго-долго думала, куда же мне спрятать кошачий корм. У меня есть один кот, который достает влажный кошачий корм откуда угодно, и спрятать невозможно. Причем он прокусывает пакетики, потом их разбрасывает по всему полу. И поэтому нормальные люди, конечно, хранят в комоде вещи, а я храню, сейчас вам покажу. А я храню очередной стратегический запас. Вот. И смотрите, сейчас будет чудо. Вот этот код. Вы видите, я открываю, проходит секунда. Сейчас будет нападение. Нападение. Вот так вот все происходит. Вова, нельзя, Вова. Вот так вот. Хоп. В общем, старенький комод – это единственное место, куда Вова не может забраться. Поэтому кошачий корм храним здесь. Ну, а я опять иду заниматься очень увлекательным делом, пилить дрова. Мой недельный запас закончился.
Надеюсь, что это видео было интересным для вас. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.